далекой Персии, среди бескрайних пустынь и живописных оазисов, начинается история, которая будет жить в веках. Это история о мальчике, чья душа отражала мир вокруг, превращая его в поэзию. История о Рудаки, основателе таджикской литературы. Светило поэзии Востока, Абу Абдулла Рудаки родился в эпоху, когда культура и торговля процветали под знаменами Шелкового пути. Его жизнь, полная приключений, поиска вдохновения и бесконечной любви к слову, была неразрывно связана с великим торговым маршрутом, соединявшим Восток и Запад. Этот рассказ погружает нас в юные годы Рудаки, когда он впервые открыл для себя мир за пределами родного Панджруда. Рудаки родился в небольшом селении Панджруд, окруженном горами и реками. Его детство прошло среди природы, которая рано пробудила в нем любовь к музыке и поэзии. Он научился играть на рубабе, а его голос очаровывал даже птиц, которые, казалось, замирали, слушая его. Его талант привлек внимание местных мудрецов, которые дали ему первые уроки в области литературы и музыки. Но Рудаки жаждал большего. Его душа тянулась к неизвестным горизонтам, и однажды он отправился в путешествие, которое изменило его жизнь. Ему было всего 18 лет, когда он решил покинуть родное село. Молодой поэт с рубабом на плече и записной книжкой отправился в Бухару, мечтая о великих свершениях. Но на своем пути он решил остановиться в одном из самых оживленных мест Шелкового пути – на базаре Душанбе. Когда Рудаки впервые вошел на базар, его встретил шум торговли, ароматы специй, звучание десятков языков и мелькание красочных тканей. Это место стало для него настоящей музой. Там он встретил караванщиков, ремесленников и мудрецов из разных уголков мира. Каждый из них рассказывал свои истории, которые вдохновляли молодого поэта. На базаре Душанбе Рудаки познакомился с пожилым мудрецом, который был не только купцом, но и выдающимся рассказчиком. Его имя было Хусрав, и он рассказывал истории о далеких землях, о городах, которые сияли золотом и мрамором, о людях, чьи судьбы были переплетены с дорогами Шелкового пути. Хусрав стал наставником Рудаки на короткое время, обучив его тонкостям повествования и вдохновив его на создание своих первых крупных произведений. Продолжая путь, Рудаки побывал в Самарканде, Хиве и Мерве. Каждый из этих городов открывал ему что-то новое. В Самарканде он изучал архитектуру и слушал музыкантов, в Хиве восхищался искусством каллиграфии, а в Мерве познакомился с персидскими мудрецами, чьи стихи пленили его сердце. Шелковый путь стал не просто дорогой для молодого поэта, но и источником вдохновения, который сделал его творчество многогранным и глубоким. Он видел, как культура, искусство и торговля переплетались, как люди делились знаниями и верованиями, создавая уникальное наследие человечества. Когда Рудаки достиг Бухары, его сердце уже было переполнено историями, увиденным и услышанным. Его стихи обрели новую глубину. В Бухаре он поступил на службу к саманидам, где его талант расцвел, но воспоминания о Шелковом пути и базаре Душанбе всегда оставались с ним. Эти образы пронизывали его творчество, превращая его стихи в зеркало великой дороги, которая связала людей разных культур. Шелковый путь навсегда остался частью жизни Рудаки. Его путешествия, встречи и открытия вдохновили его на создание произведений, которые пережили века. Сегодня мы вспоминаем не только его поэзию, но и его жизнь как великое путешествие. Путешествие поэтов, мыслителей и создателей, которые делают наш мир богаче. Музыка и картина Levakant Production и Levakant Records. Продюсер, режиссер и сценарист Себастьян Ти-Джей. Фильм создан по просьбе подписчиков YouTube-канала Курган Тюбе Бохтар в 2024 году. Таджикистан, город Душанбе. Рудаки, айшури нури заман, با شعر خویی تو رفشن شو جهان در بخار و ترمیز خوجند و سمرخند صدای تو میرفت از دشت و بلند هر بیتی تو گوی و یک گنجی رفشن روان گشت چون و بیروان در قلبی مردم نور می افکندی هر دیلی خسته تو رو می پیوندی ای رودکی صدای تو جاوید است در خاکی وطن نامی تو پاینده است هر برگی کو مثلی اشاری تو میری تو مانده است در دلی ما ابدی ای رودکی صدای تو جاوید است در خاکی وطن نامی تو پاینده است هر برگی کو مثلی اشاری تو
مهری تو ماندست در دیلی محبتی از بخور گذشتی با قلبی گرمی در شعر تو گفتی